Приветствую вас всех, друзья, на канале. Сегодня мы наконец-то доведем до ума ветродуйку Makito, а именно сам аккумулятор и нет BMS, которая стоит здесь внутри. Установим сюда вот такой вот BMS, замерим пороги отключения, действительно ли она хорошо отключает. Токи, не знаю, получится ли замерить. В принципе, я не думаю, что она сильно много потребляет. Это дальше уже выяснится. Можно будет циркулярку запитать. Это уже потом, если что, кому интересно, в комментариях пишите. Я протестирую отдельно на циркулярке, может на чем-нибудь еще, что потребляет большие токи. Так как у меня их нету, я попрошу просто и на болгарке можно протестировать. Напомню, что когда я заказал именно вот эту вот батарею с этой BMS, деньги, насколько я помню, мне продавец вернул, потому что это BMS, это, ну, в принципе, это не BMS, это просто эмулятор для того, чтобы зарядка заряжала эту батарею. Родная зарядка Makito. Отключение здесь не происходит, здесь все напрямую подключено. Размыкание цепей в устройствах именно. Зарядка отключит, так как она одну банку замеряет. Зарядка завершит, а вот в устройстве отключение не произойдет и можно глубоко разрядить аккумулятор. Именно по этой причине я заказал эту плату на 5 элементов. И сейчас мы будем собирать аккумулятор. У меня с велосипеда, с нынешнего, остались прошлый аккумулятор, вернее ячейки, из которых он состоял, 12-вольтовые. Сейчас я одну раздербаню, я уже ее размотал. 10 штук надо будет отсюда изъять. Но я это показывать не буду, как я буду это все дербанить. Единственное, что хотелось бы показать. Тогда я не совсем правильно собирал эти ячейки. Здесь, в принципе, перемычки достаточные, а вот в месте токосъема самого основного провода я не усилил здесь. Вот в этих местах происходит нагрев. Естественно, здесь максимальный самый ток течет вот в этих местах. Здесь минимальный, потом больше. Здесь он самый большой. Надо было распределять мне более тонкими проводами здесь, вывести сюда. А здесь прям это заметно совсем. Здесь я припаял со смещением минусовому. И здесь прям вот видно, что здесь был сильный нагрев, потому что были токи больше 100 ампер, а то и 150 ампер там было при 9 киловаттах. И вот видно, даже термоусадочка здесь поплавилась. Здесь хорошо, что я прокладывал стеклопластик, так как здесь могло тоже проплавить. Вот видно, даже стеклопластик подгорать начал. Вот он потемнел здесь. А если бы его не было, то эта вот шайба легко плавится, она пластиковая от высоких температур. И здесь может легко замкнуть плюс на минус и произойти возгорание. Это очень опасно. Обязательно здесь прокладывайте шайбы, которые можно отдельно заказать. Если кому надо, ссылочку могу дать. Там они довольно-таки очень дешевые, эти шайбочки. Они плавятся при очень высоких температурах, их можно легко прокладывать. Ну, сейчас я разберу все это дело и начнем сборку. Ну вот, самое сложное в разделении ячеек сделано. Осталось теперь только это разделить, и все их нужно, естественно, зашлифовать, вот эти вот части. Они идеально ровными. После точной сварки не могут быть, поэтому надо их шлифануть по-быстренькому сейчас. Ну вот, 5 минут времени, с помощью дремельки и насадок можно получить обточенные попки, и не только попки у этих мулаток-шоколадок. Теперь можно заняться
свариванием их вместе. Укладываем перемычечки. И можно это все проваривать. Ну и вот еще одну сборочку такую надо сделать сейчас. И уже запараллелить их две вместе. Готово. Теперь все это дело надо сварить вместе. Вот таким вот образом. Возможно, сейчас просто я немножко термоклею сюда давану и все. Потому что с этой штукой варить не совсем удобно, мешается она. Так, у нас плюс с этой стороны. И здесь заливать нельзя, потому что будет мешать. Положим это все на плоскость и зальем снизу. Ну и теперь вот эти вот места тоже надо. И теперь получится такая жесткая конструкция, довольно-таки, которая будет не бояться истирания термоусадки на аккумуляторах. Совсем забыл-то, по бокам-то тоже нужно пройти. Так, снимаем. Так, замечательно. Теперь нужно приварить перемычки. У меня просто они нарезаны, уже есть. А так-то и можно, сами перемычки не такие толстые. Здесь уравнительные токи, даже если будут идти, то не такие большие. Так как лучше привариться к минусовому, у него больше площадь. Вот после такой манипуляции аккумуляторы, ну, нагреваются, конечно. Если паять паяльником, то по моим ощущениям, если мощным паяльником с флюсом припаиваешь, то нагрев даже меньше происходит, чем от точечной сварки. Причем эта точечная сварка довольно-таки слабенькая, скажем так. 0,2 мм для нее это уже, ну, близко к пределу. Аккумуляторы есть там, допустим, Bosch и что-то подобное на кадмии, особенно там такие пластины толстенные, варены совершенно другой точной сваркой по мощности. Также нам нужно приварить теперь сами выводы. Теперь понятно, как оно все будет. Плюс будет прямо сюда подпаиваться. А минус мы выведем сюда. И уже потом проводом соединим с верхней платой. Здесь я взял потолще пластину, так как здесь будет течь основной ток. Ну, здесь надо будет заизолировать на здесь минус. Изолировать здесь не нужно, вот здесь нужно заизолировать будет на всякий случай термостойким скотчем. Battery минус. Вот он. Здесь проводом соединить. Ну вот, аккумулятор и готов. Схема подключения самой BMS есть на странице товара, в фотографиях. Ну, как бы поясню, как подключать. Ну и может быть потом вдруг товар исчезнет, схемы не будет, видео можно будет посмотреть. Этот у нас B- идет на минус батареи. B1 идет следующий после минуса перемычечка между аккумуляторами, подпаивается сюда. B2
на следующую перемычку между аккумуляторами. B3 на вот эту перемычку. B4 на последнюю. Ну и B+, Battery плюс идет на плюс аккумулятора. Вот он, плюс аккумулятора. Вся фишка данной схемы в том, что обманка осталась, он будет заряжаться и от обычной зарядки, будет балансироваться. Балансир здесь есть. Токи будут, на которые рассчитана BMS, довольно-таки большие. Как будет себя вести аккумулятор, конечно, нужно будет проверять, насколько он будет греться. Можно будет к циркулярке его подключить, просто без ничего вот так вот разобрать и смотреть, как он будет греться, как будут греться транзисторы. Потому что я его нагрузить такими токами при 18 вольтах не смогу. Датчик температуры я оставил. Также оставил и балансировочный провод. Но он не балансировочный, конечно. Это чтобы зарядка знала, какие напряжения. Как бы здесь схема защищена этой BMS. Вернее, сами элементы защищены этой BMS. Ну, плюс к тому еще есть защита с помощью зарядки самой. Она будет тоже, если что, отключать. Сейчас нам осталось только лишь замерить пороги отключения, насколько они божеские. Будем проверять. Для проверки у нас есть вот такой вот девайс. Необходимо лишь только подключить к нему аккумулятор. 18,5 вольт. Я переверну для того, чтобы было проще наблюдать за тем, что здесь происходит. Здесь стоят светодиодики. Они должны загораться, когда напряжение будет приближаться к тому значению, на которое рассчитали их китайцы. Вот мы его и посмотрим. Ну, а также, конечно, пороги сейчас измерим. Ставим на зарядку. Так, 5S. Четыре с половиной ампера поставлю. Блока питания должно хватить вроде бы. Погнали. Снимать это все не буду. Зарядим и замерим только пороги. Они нам как раз таки и интересны. Насколько хороша эта BMS, по крайней мере по порогам. Ну, ветродуйкой я нагружу, конечно же, в итоге. Ну, блин, на ней Makita не пишет мощности, которая потребляет, и клещей у меня нету. Вот что плохо. Так бы, конечно, измерить все это дело было бы. Хотя имеет смысл, может быть, найти клещи. Ну вот напряжения растут, естественно. Все нормально. Все как положено. Ну да, сейчас блок питания. Ограничение потоку пошло входному. Ну ничего, подождем. Так, залилось почти 2 ампер-часа. И у нас получается загорелся один светодиодик. — 4,16. А почему только один и потух? Ага. Чуть непонятно. Аккумулятор всосал 2648 миллиампер-час.
Сейчас будем проверять на отключение. Ток поставим 0,88 или 1 ампер даже можно поставить. Ну вот эти вот две ячеечки имеют максимальное напряжение. Вот это даже больше. По ней можно контролировать. Ток даже можно поднять. Четыре 23 и произошло отключение. Попробуем еще раз. Единственное, я не понимаю, что здесь отображается светодиодами. Сейчас они должны, по идее, уже балансировать, но что-то как-то непонятно все это работает. Но это, кстати, вот тем, кто постоянно говорит про вот эти вот балансиры. Не то это, не то. Совершенно не то. Непонятна их работа. Вот. Произошло отключение и началась балансировка. Только тогда. Но это не совсем правильно. Так, ну значит, отключение происходит. Сейчас мы его разрядим. Сначала на литий-ионе, чтобы не прозевать момент отключения. Поставим максимальный ток, которым сможет она разряжать. Сейчас, по-моему, 100 Вт выставлено ограничение на разряд. На всякий случай. Да, Constant Power пишет 99,9 Вт. Почти 5 ампер. Сейчас чуть-чуть просядет напряжение, естественно, ток увеличится. Будем наблюдать за нагревом ячейки. Ну, 5 ампер это, конечно, мало. Это 100 Вт всего лишь. Произошло отключение на 5549. Поставим заново разряжаться. Ну вот это вот здесь слабое звено, походу. Неплохое, кстати, напряжение. Еще раз проверим. Здесь везде больше. 2,75 вольт. Это очень хорошо. Но я так думаю, они специально это сделали, потому что токи здесь большие, на которые рассчитана эта BMS, поэтому они сделали, чтобы низко не просаживать ячейки,
это, конечно, вредно. Очень даже замечательная BMS. Кому-то, если будут интересны более детальные тесты, может быть, с циркуляркой как-то попробовать затестировать, не знаю даже как, хотя через этот провод можно токовые клещи пропустить, попробовать и измерить, какой ток потребляет циркулярка, как все будет это греться. Ну, может быть, попробую. Пишите в комментариях, какие тесты провести. Также сейчас можно протестировать, подключить к ветродуйке, но будьте аккуратны, переполюсовочки. Makita боится переполюсовки. Горит у нее кнопка здесь. Я сейчас буквально выпалил все это дело, но благополучно поремонтировал. Горит здесь кнопка, двигатель тут не сгорит, ему пофигу, как подключать. В кнопке стоит диод по входу в обратной полярности, параллельно аккумулятору. Видимо, он гасит самоиндукцию, ну и типа должен был спасти от переполюсовки, но ни хрена не спас. И стоит транзюк, транзистор полевой, который шимится внутренней шимкой. Все там миниатюрненько так сделано, молодцы, прям все в кнопке собрали, радиатор для транзистора. Ну, выпалил транзистор полевой и диод. Все это благополучно поменял. Не посмотрел я, подключил вот таким вот образом. Открытый аккумулятор насадил и пошел дымок. А BMS-ка-то тут мощная. Еще раз смотрим. Плюс. Все, сработала защита, так как он у нас был разряжен. И все. Ну, думаю, на этом видео завершить. Пишите в комментариях, какие тесты хотели бы сделать. Я, может, отдельно все это сделаю. Заказывайте BMS. Большая вероятность, что она очень хорошая, судя по порогам отключения. Ну, по поводу балансировки я уже предупреждал, людям пишу в комментариях, кто-то мне пишет, что балансировка это круто. Это в таких платах это не круто. По крайней мере, не так круто, как они думают. Балансировка здесь осуществляется после отключения BMS. Перезаряд, потом отключение BMS и уже балансир работает, доводя ячеечки до нужного напряжения. Я считаю, что это неправильно. Хорошие ячейки ставим, то никакой балансировки они не нуждаются. Очень долгое время. Конечно, круто, если была бы нормальная балансировка. Конечно, это круто, я не спорю. Все, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, поддержите лайками. До новых видео. Всем пока!